Я в вышиванке, подаренной Надеждой. Поэтому я полагаю, что моя, там, ну это даже не критика, а просто мой блог будет воспринят адекватно, как ею самой, так и ее близкими, ну и равно всеми поклонниками. Но я что-то недопонял. По поводу посещения так называемой ДНР. Я что-то недопонял. Начну издалека. Настоящее зверство особенно отличилась небезызвестная Надежда Савченко, которая сейчас под арестом в Воронеже. Это было тогда. Сегодня же я смотрел российские СМИ, причем вот так вот все подряд. Российские и, назовем их так, сепаратистские, то есть там донецкие СМИ с территории, неконтролируемой Киевом. И я что-то вообще ничего не понял. Ну, я просто пребываю в недоумении, если честно. Потому что никто не говорит, что убийца и садистка Надежда Савченко прибыла в ДНР. Нет, по-другому все говорят. Надежда Савченко решила посетить Донецк. В Минобороны республики говорят, приехала, чтобы навестить украинских пленных. Что значит решила посетить Донецк? Если я решу посетить Киев, к примеру, хотя я не был осужден за убийство украинцев, то для меня это плохо закончится. Меня просто хапанут, арестуют, а допрос будет проводить лично жердяй Антон Геращенко, который, кстати, прекрасно употребляет спиртные напитки с ненавистными врагами. Но то для дела нужно было. Вот, на меня повесят 250 покойников, на меня повесят финансирование мирового терроризма. Кажется, что я финансировал ИГИЛ, Тигров освобождения Тамилы Лама, этих красных хмеров, короче, и всех подряд. Я не могу себе этого позволить. А Надежда приезжает, и она не просто приезжает, ее охраняют. За последние 3 года это, наверное, самое важнейшее политическое событие. Ведь впервые политик украинский посещает территорию Донецкой Народной Республики. Важнейшее событие, потому что впервые политик украинский... Ну подождите, политик украинский это она же для Украины, а для вас ведь она была убийцей и садисткой. Что изменилось? Я не верю, что федеральные каналы могут вдруг начать говорить что-то по своему усмотрению. Не верю. Извините, все мы понимаем реалии. Значит, сверху спущена установка. Теперь она украинский политик. А вот это вот событие, это грандиознейшее событие. Его нельзя сравнить ни с одним из ранее известных событий. Ее охраняют таки, повторюсь. Посещает, причем в сопровождении охраны представителей ДНР. Но ладно бы она была с охраной, так называемой ДНР, она еще чувствует себя в безопасности с этой охраной. Человек, который был осужден за убийство российских журналистов. Ну все же кричали, когда я говорил, что это чепуха, все кричали да, так и есть. И никто до сих пор не сказал, что нет, так и нет. Охрана довольно сильная, серьезная. И нареканий на то, что Надежда Савченко чувствует себя не в безопасности, сегодня от нее не услышали. И более того, мы же видели в начале моего ролика, она еще и пытала какого-то бедолагу священника. И тут к ней представляют охрану, так называемая ДНР. И Надежда в окружении этой охраны не чувствует, нет, что она погибнет через секунду и упадет с перерезанным горлом. Нет, она чувствует себя в безопасности. Я что-то не понял. А журналистов-то сколько согнали? Это уже местный телеканал «Юнион». Скандально известный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко приехала в ДНР. Ее цель – посетить колонию, где удерживаются украинские военнопленные. Ну, а моей целью для посещения Киева может быть посещение могил моих предков. Цель тоже очень-таки благородная. Но я не могу себе этого позволить. Не могу. Хотя, опять-таки, повторюсь, меня ни в коем случае не обвиняли в каких-то преступлениях, даже близко равных тому, в чем обвиняли Надежду. Напомним, ранее Савченко неоднократно выступала с критикой в адрес киевской власти. По секрету скажу, многие выступают с критикой киевской власти. Выступает с критикой киевской власти Дмитрий Ярош, когда он посетит вас. Я знаходжуся на окупованій території України з єдиною метою – витягнути наших полонених. Это уже Ньюсфронт показывает тоже Надежду, ее заявление «Нахожусь на оккупированной территории». А обратимся тоже к истории. В Киеве сведомые празднуют день рождения, ребята, пишется грамотно, убийцы Надежды Савченко. Ньюсфронт. День рождения убийцы Надежды Савченко. Репортаж с места суда над убийцей Надеждой Савченко. Все тот же Ньюсфронт. Но вдруг внезапно происходит следующее. Вот Савченко призналась мне. Надежда Савченко приехала в ДНР. Не, ребята. Убийца
Надежда Савченко приехала в ДНР. Убийца и садистка Надежда Савченко приехала в ДНР. В провозглашенную республику приехала Надежда Савченко. Депутат Украинской Рады уже дважды побывала в колонии, где встретилась с пленными силовиками. А к нам приехал наш любимый Надежда Савченко, дорогой. Ни один федеральный канал не сказал убийца и садистка Надежда Савченко. Вы понимаете, в чем дело? Я никогда в жизни не поддакивал этой дебильной версии о том, что Савченко получает зеленый свет, скажем вон там, где, знаете, ярким светом башни древнего Кремля. Но согласитесь, это же просто необъяснимая метаморфоза. Если вдруг кто-то из народных депутатов решит вдруг поехать кого-то проведать, сможет ли он просто так заехать, просто так походить с охраной, а потом уехать? Смогут ли об этом вот точно так же сообщить нейтрально, сообщить федеральные российские каналы? Местные сепаратистские каналы смогут ли сообщить вот так, как они сообщили? Скандально. Ну, скандально это, знаете, это ничто. Убийцы, садистка. Почему нет? Она заходила в каждую камеру с возгласом «Слава Украине», на что военнослужащие Украины отвечали ей молчанием. Такая небольшая деталь, но очень говорящая. Ну, а теперь перейдем к правдивости, знаете. Очень говорящая деталь – это то, как показали этот момент, когда Надежда входит в камеру. Итак, ТК «Юнион». Как-то вроде немножечко перескочила. Почему перескочила? Не понимаю. Все, ребят, пожалуйста. Все. Анна Ньюс тоже почему-то перескочила. Прям какое-то передвижение во времени. Ну, а где же молчащие эти бойцы? Давайте посмотрим Ньюсфронт. Может быть, они покажут. Ребят, отойдите, пожалуйста. Скачки какие-то. Скачки во времени, а? Ребят, отойдите, пожалуйста. Это тоже был неведомый мне сепаратистский канал, и тоже все те же самые скачки. Вот здесь какое-то одесское общественное телевидение. Давайте их посмотрим. Ну, слушайте, просто удивительный метаморфоз. Давайте посмотрим теперь вот там официальное какое-то ДНРовское телевидение. Ну, видно, не судьба нам посмотреть, как молчат солдаты. Послушать молчание солдат, которым Савченко кричит «Слава Украине». Или судьба. Я вот порылся по своим, знаете, по своим заказникам. И нашел. Все, ребят, входите, пожалуйста. Все, входите. Слава Украине. Теперь специально для слабослышащих. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Как там сказал журналист, да? Небольшая, но очень интересная такая деталь. Да, небольшая, но интересная ложь, которая характеризует определенные средства массовой информации. Ну, а теперь тоже такой вопрос, тоже из серии, я что-то не допонял. Вести диалог с нами, ну я с ней не хочу вести этот диалог. Это обычная военнопленная, для меня такая же пленная, как была, как 1000 других пленных. Что-то, по всей видимости, же изменилось. А почему изменилось? Это кто-то на местном уровне такое принял решение. Вот просто солдаты решили, давайте-ка мы будем ее охранять. Да, надели там балаклавы и пошли ее охранять. Или нет? Ну, если Савченко сюда приедет, сразу, мой маленький совет, выходит на линию фронта, мы ее шлепнем, честно. Честно, то понятно, что честно, но вот я ее только что видел на 112 канале. По всей видимости, выжила. Шлепали, но не попали. Тут самое время наслать на меня 100 500 ботов, которые будут начинать писать: да вот, это благая цель, освобождение благая цель. Вопросов нет, это все очень благо. Но не пытайтесь меня убедить, что без зеленого света оттуда, с башен древнего Кремля, кто-то на местном уровне может такое решить. Кто-то на местном уровне может пустить потом по телеканалам: я нахожусь на временно оккупированной территории. Кто-то на местном уровне может рассказывать о том, что она зашла и крикнула «Слава Украине». Просто сам факт, что кто-то приезжает туда и кричит «Слава Украине», и после этого
спокойно уходит, и более того, это еще показывается по всем телеканалам, как вроде благо, и представить себе, что весь этот зеленый коридор с зеленым светом организовался так, на месте, просто договорились, по душам перетерли, да и приехала, может очень-очень наивный человек. Я себя к таковым не отношу, поэтому, странная история, ребята.